А знаете ли вы, что такое правительство в изгнании? Как гласит история, это политическая группа, которая претендует на то, чтобы стать законным правительством страны, но не может осуществлять свою деятельность, так как проживает в другом государстве. Правительство в изгнании обычно возникает во время оккупации их стран в военное время, после гражданской войны или военного переворота. Например, во время Второй мировой войны европейские правительства нескольких государств, оккупированных нацистами, искали убежище в Великобритании. Правительство в изгнании, как правило, убеждено в нелегитимности правящей власти и всеми силами борется против нее. Эффективность этой борьбы зависит прежде всего от объема поддержки, получаемой от иностранных государств или от населения своей собственной страны. Некоторые правительства в изгнании превращаются в грозную силу, бросая серьезный вызов действующим властям государства, в то время как другие могут поддерживаться главным образом в качестве символического жеста. Например, в 2013 году, уже через 2 года после начала гражданской войны в Сирии, было создано Временное правительство страны из представителей сирийской оппозиции в противовес действующему президенту Башару Асаду. Оно действует на подконтрольных повстанцами районах, получает прямое финансирование от США, а штаб-квартира находится в Турции. Среди самых известных примеров – правительство Польши, бежавшее из страны в сентябре 1939 года с момента начала немецкой оккупации. Находясь в Великобритании, оно формировало польские вооруженные силы на западе и руководило польским подпольем в самой Польше. Обычно правительство в изгнании планирует вернуться на родину и восстановить формальную власть, но не всегда это получается. Так, после окончания войны, Великобритания и США, бывшие до тех пор союзниками польского правительства в изгнании, перестали его признавать. Но в Польше был установлен коммунистический режим, и Запад полностью списал эмигрантское правительство со счетов. Последние части польских вооруженных сил в Европе были распущены в 1947 году, что означало политическое банкротство этой организации. Лишь Ирландия, Испания и Ватикан до 1958 года оставались последними государствами, которые признавали ее. С потерей официального статуса как представителя польских интересов на международной арене, польское правительство в изгнании так и не смирилось. Не имеющее реальной власти, оно продолжало существовать вплоть до 1990 года, до последних дней коммунистического режима в Польше. И лишь только после избрания Леха Валенсы президентом страны завершила свою деятельность. Болгария же в ходе Второй мировой войны формально была союзницей Германии, но фактически не участвовала в боевых действиях. Болгарский царь Борис III отказывался отправлять войска на Восточный фронт и не выдавал болгарских евреев немецким властям. В августе 1944 года СССР объявил войну Болгарии как союзнице Германии, и уже в сентябре в результате государственного переворота к власти пришли коммунисты. Последний представитель монархической династии князь Кирилл был арестован по обвинению в сотрудничестве с немцами и расстрелян. Новое правительство Болгарии призвало болгарский народ сражаться против нацистской Германии. Тем временем в Вене болгарский националист Александр Цанков, бывший премьер-министр в 1923-1926 годах, объявил о создании своего правительства. Он провозгласил коммунистов врагами Болгарии и призвал болгар к борьбе с большевизмом. Однако почти никто из соотечественников его не поддержал. Для пропаганды своей деятельности Цанков использовал эфир радио Данао, который 4 раза в день вещало передачи на болгарском языке, а также студенческую эмигрантскую прессу Германии. Его правительством были сформированы отряды болгарских добровольцев для борьбы с коммунистами, но после капитуляции Германии организация была распущена. Сам Цанков не был выдан законным болгарским властям и в 1949 году уехал в Аргентину, где и прожил до конца своей жизни, хотя на родине он был заочно приговорен к смертной казни. Из современных примеров интересен Национальный совет Ирана за свободные выборы. Это правительство в изгнании, образованное иранской политической эмиграцией в апреле 2012 года в Париже, имеет правительство в Канаде и США. Его цель – свержение находящегося у власти в Иране клерикального правительства и проведение в стране демократических преобразований. Основателем и действующим руководителем организации является наследный принц Реза Пехлеви, старший сын последнего Шахин-Шаха Ирана, свергнутого в ходе Исламской революции. Кроме этого, есть и подпольный мигрантский монархический комитет Ирана, который выступает против режима Хамейни, борется за установление в Иране конституционной монархии. Он уже совершил несколько диверсионно-террористических акций в своей стране. Ведет активную радиопропаганду, участвует в уличных протестах. Правительство Тибета в изгнании сохраняет преемственность от исторического тибетского правительства после аннексии Тибета Китаем в 1950 году.
Организация базируется в Индии. В 1960 году она была переименована в правительство Великой Снежной Земли. Его главой до 2011 года являлся Далай-лама XIV, одним из самых узнаваемых и уважаемых людей в мире. Это единственное правительство в изгнании, которое не ставит целью захватить власти в Тибете. Наоборот, предполагается, что оно будет распущено, как только в стране будет восстановлена свобода, которая позволит тибетцам внутри Тибета сформировать законную власть. Правда, непонятно, каким образом без борьбы возможно возвращение Тибету прежнего независимого статуса. Интересно, что правительство в изгнании известно в истории давно, хотя сам термин активно используется с начала 20 века. Так, многие изгнанные монархии или династии иногда создавали свои дворы в изгнании. Например, дом Стюартов, когда Оливер Кромвель свергал их с трона, или же дом Бурбонов, который тоже признавался другими странами как законное правительство Франции после того, как был свергнут во время Французской революции. Причем это признание продолжалось на протяжении всего правления Наполеона Бонапарта с 1803 по 1815 годы. Делитесь этим видео с друзьями. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео с коктейлем знаний.